Всем привет, друзья! С вами Наташа и канал «Замуж в Индию». Вы помните, мы отправились в путешествие. Ну и, собственно, мы на месте. Парам, расскажи нашим зрителям, куда нас занесло. Hello, друзья. Natasha, if you're not coming here, this is uncompleted life. कष्ट नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा. Значит, друзья, перевожу. Парам сказал, что если вы не были ни разу здесь, в этом месте, то, значит, вы прожили зря жизнь. Артур, тебе здесь нравится? Да, только бассейна нет. Слушайте, ну я еще до конца не поняла, может быть, с дороги не разобралась, очень устала. Мы находимся в штате Гуджарат. Это самая его западная часть, район Кач. И, собственно, мы сейчас находимся в палаточном городке, в пустыне, в соляной пустыне. Я вам позже все подробно расскажу. Сейчас посмотрите видео, как мы заселялись сюда. आप किधर के? ये from Kenya, Natasha, near Africa. Perché mo quello capisce, Abdi? Итак, друзья, мы приехали в Ран-Устав, изысканный курорт, расположенный недалеко от края одной из крупнейших в мире соляной пустыни в округе Кач. Сейчас мы заселяемся в отель, пятизвездочный Tent City. По названию можно догадаться, это палаточный городок, и жить мы будем в палатке за баснословные деньги. Из плюсов сразу обратила внимание на гостеприимство. Весь персонал добродушный, умеют поднять настроение. Минус — нет Wi-Fi. Для меня это очень важно. На ресепшене сказали, что вот-вот появится через час. Но, забегая вперед, сразу скажу, что он так и не появился. Тяжелый. ठाकुर भाई के लिए गीत गा रहा, इसका मतलब क्या है? हर दोस्त बाजे मन में आता मंदिर में चारों पे, ओ हर दोस्त बाजे मन में आता बापू में चारों तो घरेलू हलायो हवाई जहाज गावे, घरेलू हलायो हवाई जहाज गावे, हर दोस्त बाजे मन में आता भाड़े लावे तो हर दोस्त बाजे मन में आता खोले जवे तो घरेलू हलायो हवाई जहाज गावे। मैं बड़ा होगा तो पढ़ने जाऊंगा और हाई स्कूल जाऊंगा और बड़ा बड़ा। Ладно, это, конечно, неприятность, но я готова ее пережить, если у меня получится согласиться с утверждением Амитаб Баччана. Напомню, он сказал, что если вы не видели Кач, вы вообще ничего не видели в этом мире. Сейчас это достаточно популярное направление. В Индии в отеле можно встретить туристов со всех краев огромной страны. Сразу скажу по цене. За троих за одни сутки мы заплатили 27 тысяч. Ну это уже со всеми налогами. Позже вы увидите, что входит кроме проживания. Какими развлечениями нас порадовали в этом уникальном месте. Напишите свое мнение. Как вы считаете, дорого это или нормально? Arthur, go with mama. With mama, Arthur. Треман рассказывает, как он пережил землетрясение в 2001 году. Говорит, оно началось в его деревне. Он тогда был маленьким мальчиком. हाँ, अब वहाँ तो पूरा तहस नहस हो गया था वहाँ पे। 50 секунд. 50 second, my God. 50 секунд длилось землетрясение, но очень мощное. 50 second यहाँ in पे road विलेज also एरिया है damaged. ना, विलेज एरिया वहाँ पे खुला रहता है, इसलिए लोग В 2001 году в штате Гуджарат произошло страшное землетрясение. Больше всего пострадал как раз округ Кач. Страшная трагедия унесла тысячи жизней. Сейчас, благодаря популяризации туризма, экономика в этом округе постепенно возрождается. Come on, let's go. It's too late today. हाँ हो गया. Thank you so much. Thank you. now it's your own. Thank you. मिलते हैं फिर शाम को।
За нами приехал вот такой вот паровозик и отвезет нас он на обед. Время обедать. Она может делать пипи? Огромный палаточный городок, 5 километров. Поэтому, чтобы добраться даже на обед, нужно использовать транспорт. Пешком идти очень долго. Видите, кто-то отдыхает, а кто-то приехал сюда работать. Артур. Огромный обеденный зал. Людей много, посмотрите, практически все столики заняты. Нам еще сейчас придется поискать. Живая музыка. Давайте поближе подойду, покажу вам. Парни. Один играет на гитаре, другой поет. Здесь фуршет, но угощения только вегетарианские. Сейчас я вам покажу, что нам здесь предложат. Такая маленькая девочка, она со мной рядом ехала на паровозике, а мама все время фотографирует, мама все время что-то снимает. А я все время нервничаю за других детей, я сижу, держу эту девочку, чтобы она не свалилась. Ну и сейчас она ее также вот на столе положила, она все время крутится. Ой, I'm not take plate. Хорошо, ты взял для меня, спасибо, окей, thank you. Давайте я быстренько пробегусь, потому что мне потом неудобно будет снимать и показывать. Значит, помидорки, ну здесь такие вот типа салаты, кукуруза, огурчики, лучок, картошечка, лепешечки. Ну, вам такое не нравится явно. Знаете, я так вот это панир, цветная капуста, какой-то томатный суп. Ну, это все бобовые. Значит, огромный, посмотрите, сколько столов. Но все в таком духе. Рис, конечно, чечевичная похлебка. Так я еще заодно, знаете, посмотрю, чтобы я уже понимала, что я буду брать. Это сладкое. О, здесь, посмотрите, сразу лепешки готовят. Ничего себе. Тут лепешечки можно маслом намастить. Сладенькая кашка рисовая. Так, тут тоже рис с овощами. Йогурт. Ну, лепешки. Ладно, все, продолжать не буду. Я думаю, вы примерно поняли. И вряд ли вы мне сейчас завидуете, потому что, скорее всего, это не ваше меню. В стоимость проживания в этом отеле входит еще использование велосипеда. Вот можно покататься таким вот образом, развлечься. Но я смотрю, что желающих, кроме Артура, здесь больше нет. How many tents? Сколько здесь палаток? 450. 450. Вот Парам еще уточнил, что это 5-звездочный отель. Самый большой в Индии. Отель, который разбирается всего несколько месяцев в году. Он принимает туристов, а уже в середине марта разбирают все палатки, так как в это время отдыхать здесь невозможно. Очень жарко и еще и песчаные бури. И сейчас, кстати, очень жарко. Я хожу в солнечных очках. Вообще невозможно. Ого! Артур, тебе, кстати, без солнечных очков нормально? Артур, ну ничего страшного, сейчас поднимем. Мы ничего плохого не сделали.
Мы продолжаем исследовать территорию. Сейчас зашли в Клабхаус. Здесь огромное разнообразие настольных игр. Посмотрите, чего тут только нет. И бильярд, и настольный теннис. Кстати, почему, опять же, здесь никого нет? Все поели и куда спать пошли. Я, кстати, тоже с удовольствием пошла. Смотрите, Парам какой активный. А я вот уже начинаю скучать. Я думаю, разве я зря бы прожила жизнь, если бы не поиграла здесь, в этом отеле, в теннис? Парам, what else? Что еще? Что еще здесь интересно? Мне скучно, я уже домой хочу. 1000 километров. Don't listen, she. I show you in evening best. Best, yeah. Говорит, друзья, не слушайте Наташу. Он вечером вам покажет best. Что-то он такое покажет, чтобы вы реально поверили, что нужно сюда обязательно приехать. Я пока что-то сомневаюсь. 1000 километров на поезде, бессонная ночь. Я спала с Артуром на одной полке, мучилась. За всю ночь, наверное, часа 3 проспала. И предыдущая ночь тоже была. Рано надо было проснуться в 4 утра. Короче, я хочу спать. I want sleep, Парам. Oh my God. Поела и хочу спать. Coming for your sleeping? No. So for what? Для чего я сюда приехала? Enjoy, говорит, enjoy. Ну, а Парам, видите, реально наслаждается. Посмотрите, какой живчик, активный, в кроссовочках, в розовых шортах. Зрители обожают эти шорты. Кстати, не одни, у него много розовых шорт. Сейчас еще какие-то игры. Смотрите, и в шахматы здесь можно поиграть. Кэром. Еще один кэром, но это самая любимая игра у индийцев. Настольная. А это больше как для детей. Развлечение. Джим еще, джим. Тренажерный зал. Людо. А, вон, смотри, Артур, вот это, кстати, я сейчас, наверное, поиграю. Немножко хоть развлекусь. Это я люблю. Как тир. Дротики кидать в цель. Давай меня. Да, сколько денег мы уже потратили. Ребята, ну я потом вам скажу, сколько мы денег потратили. Угу, почти в 10. О, Артур ближе. Сейчас я. Ну надо как-то, да? Надо как-то себя веселить, развлекать. Papa, you also help. Yes, yes. Wow. We play Ludo after you playing this. Oh, this incoming 5-star resort, many games, many activities. Consciously. Да? No, I think you sleep. Pa, come on. На территории отеля есть еще платные развлечения. Сейчас я вам покажу, что сколько стоит. Вот посмотрите, допустим, удержаться на быке 100 рупий стоит. Потом на лодочках поплавать за 100 рупий в бассейне. Но есть и подороже развлечения. Наташ, you Arthur want to do this. You plan. You go Да, like я this. думаю, что это опасно. Не опасно. No, I don't want for Arthur. First, no. Артур какие-то опасные развлечения хочет. Оттуда, да. Вот где это? Вот это вот? Вон там, Отсюда спуститься? Оттуда, да. Top. Нет, особенно в Индии. Я буду держаться. Ну, пожалуйста. Вот и вы сейчас мне напишите, что Наташа жалеет деньги. Нет, Да, я... жалеет. Нет, не жалею. Кричит, да, жалею. Тогда докажи, ма. Я тебе за эти деньги что-то другое куплю. Нет, ну, мама. Я не хочу рисковать твоей жизнью. Нет, ма, да. Удивительно, как Артур не боится. Мне даже если бы заплатили деньги, я бы не стала спускаться. Это зиплайн называется. Артур, давай что-то другое выбирай. И тоже какие-то странные. Они денег хотят заработать. Обычно есть какие-то возрастные ограничения. А тут хоть это, грудника готовы спустить. В итоге мы пошли на компромисс. Видите, Артур сейчас скачет на этой резинке, ржет, нравится ему. Страшно! Страшно, говорит? Ого! У меня аж сердце ёкает. И визжит от радости. Довольный. Я раньше все это обожала и не боялась. Я уже вам рассказывала, ну, может, кто не смотрел это видео. После того, как я родила Артура, точнее, после того, как я забеременела, я стала много чего бояться. Инстинкт самосохранения активировался по полной. А раньше вы что? Я на всем этом каталась, еще и визжала, кричала, давайте еще сильнее. Вам, наверное, не верится, как я постоянно сейчас... Ой, боже мой! Артур! Как высоко.
Параму написал сообщение наш попутчик. В прошлой серии, ну, это получается у нас этой ночью, мы провели время вместе с очень приятной семьей. Муж, жена и брат жены. Парам с ними общался полночи. Хватит уже, окей, бас. Нет, говорит, но, еще говорит. Такие приятные люди, вегетарианцы, вот я напоминаю. И, значит, представляете, Парам, мы ж купили биряни куриный, и Парам ходил есть в другой вагон, что, ну, ему неудобно было при них есть мясо. Ну, как-то он посчитал, что это беспардонно будет. И я тоже. Я совсем чуть-чуть поела, когда они там куда-то отходили. А Артур вообще не, ну, так как бы и неудобства некоторые испытали, но я понимаю, что они нас тоже угощали, так, знаете, к нам тепло отнеслись. И еще такой момент был, ну, тоже мы там общались, и они спросили, а что ты обычно ешь? Ну, ты иностранка, чем ты питаешься? И я вот по дурости рассказала, ну, кроме всего прочего, рассказала про рыбу, что я в последнее время засаливаю рыбу, делаю селедку, как я в видео говорила. И рассказала рецепт, беру рыбу, солю, там рассол делаю. И вот эта вот женщина такая слышит, ой, не надо, все, прекращай, больше не надо рассказывать, все, я поняла. Что я ей аж, ну, как сделала вид, как будто бы ей как аж плохо стало. Ну, она и улыбается, и смеется, ну, все, хватит. Так, и здесь, вот я помню, где-то забыла уже, где мы путешествовали, там было ограничение по возрасту, не разрешили. Артур, ну что ты делаешь? Не разрешили Артуру оседлать быка. А? If you fall down, you out. Говорит, если ты упадешь, то все. Игра game over, заканчивается, понял? А здесь всех, я говорю, здесь клиентов особо нет, там очередь стояла. А здесь клиентов нет, так что они готовы там 2-летнего посадить на этого быка. Ребенка. Ты, Артур, смотри аккуратно, это тоже. Я выбыл, а на этой игре. Ну, окей, slowly. Артур кричит, нет, не надо медленно, побыстрее. О, началась канитель. Давай, держись. Я помню, к нам в Харьков приезжал лунопарк, и я на всех аттракционах, абсолютно на всех, там такие опасные на вид казались, кверху ногами вешу, как 10-этажное здание высота. Еще и болтаю, кто там со мной рядом висит, так, кричат, а я еще разговор веду, рассказываю, как прошел день. А сейчас даже вспоминать страшно. Ударился? Да. Ну давай, отходи. Ну, видишь? Кидер лага? Жор се лага? Слушайте, я так испугалась за Артура, бегом выключила камеру, ударился, думала, у него там сотрясение мозга. И он начинает плакать, ничего не говорит, держится за лоб, а потом я начинаю со временем понимать, что не так уж все и серьезно. А что, расскажи, что на самом деле больше? Обидно, что я мало времени там сделал. Он потом сказал, что я вообще хотел, говорит, рекорд побить. А ты и так, кстати, долго продержался. И он получил, ну, он ударился, конечно, действительно больно ударился, но не настолько, насколько он расстроился. Оказывается, он больше расстроился из-за того, что он слетел. Но вообще они, конечно, рискуют действительно здоровьем детей. Нужно надевать на них защиту. И вот, кстати, показываю наши палатки. Пора, и увез клоц. Ты не раздетый там, говорит, почти. Вот, видите, вообще никаких замков, no lock. Все на доверие. Но здесь вот, видите, парень сидит, охранник. Все вот палатки застегиваются на молнию. Окей, let's go. Внутри, я не знаю, показывать вам. У нас тут уже вещи раскиданы. 2 кроватки. Вот это что-то вроде шкафчика. Огнетушители здесь повсюду. И вот душевая. То есть вот это вот все разбирается. Все где-то, я не знаю, 4 месяца где-то это так. Ну, мы здесь уже принимали душ, поэтому вот это вот остается. Тут плиточка везде. Зеркальце. Привет. Это, я так понимаю, остается.
Мыло, все зубные щетки, все положили, полотенечко. Ну, в принципе, нормально. Как и до 5-звездочного отеля. Не дотягивай. За нами приехал автобус. Что скажешь, Парам? Most exciting moment now we coming here. Кульминация, друзья. Сейчас нас автобус отвезет смотреть эпичный закат. Я надеюсь. Верблюд чуть не плачет. А мужчина его погладил, поправил ему бусы. Mahi camel. В общем, друзья, сейчас мы дальше поедем уже на верблюдах. Повезут нас эти животные. White run, na? Артур! Oh, now white run. My wife enjoying this moment. She thinks this is not worth what we spend money, but I hope really she is worth all good. I hope that. Парам, Парам. Couple है ना हम दो ही Слушайте, а здесь действительно классно, очень необычно. Я впервые в жизни такое вижу. На самом деле в мире не так уж много соляных пустынь. Вы только посмотрите, это реально как снег блестит, как будто бы снег. Ребята, круто. Ну, такое вот впечатление, как будто бы мы в Кашмире. Какая красота. Артур, как будто бы мы в Кашмир прилетели. Где папа? Парам, this look like in Kashmir. Классно, ну я потрогаю. Какой он на ощупь. Ну, как соль. Пробовать я не буду. Понюхал сначала. Ну. Ну как? Соль. Сольте? Да. Визбир. Сюда надо с пивом надо сюда приезжать. Очень необычно. Сейчас пофотографируемся на память. А еще сделать фотку такой, прислать кому-то и подписать, что это снег. Реально люди не поймут, что это соль, ребята. Аравийское море. Приливы Аравийского моря дают такой вот результат. Оседает соль. Сейчас мы узнаем побольше информации, как вот смотрите, здесь можно пофотографироваться, костюмы национальные раздают, вот можно полетать. Артур уже ноет. Мне уже хватило, но уже ты забыл, да? Ты забыл, как ты забыл буквально через 5 минут. Los bienvenidos cantan con suspiros de amor. Mi llama, mi ventura están en tu poder. Сайджа Дуара показал нам, как выглядит это место в сезон дождей. How this in rainy season water here. Повсюду здесь вода, море. Ну где? See. Аба, классный какой. А, вот, теперь песок. Была вода, теперь песок. Да и не совсем How they песок. make. You want to show Соленый again? песок. Ну давай еще раз воду. See, Мгм, вот. water. Аж не верится. Круто. White run during month.
Thank you. Спасибо большое, что показал. А то, может, вы бы не поверили. Подумали, что это снег. А, сейчас еще покажет, как ночью здесь. Это такая красота. Эта пустыня сверкает огнями. И с этой стороны какое чудо! Вообще-то это светодиод. Вообще-то это чудо, Артур. Светодиоды испортил мне видео. А? क्या बात साहब तिलक से नैना मिलेगी इसका मतलब है पहली नजर का प्यार जरा दिखाना अच्छा हाँ मैम आप बैठे ना कितने साल हो गए तुमको लगता है कि फूल है उसको बाहर निकालो और अगला जो है Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.